Так, всем доброго вечера. Начинаем новый стрим. И начинаем его с проверки того, как работает у нас связь. Привет, YouTube. Привет, ВК-1. Привет, ВК-2. Привет, Бусти. Все везде работает. Поэтому, если есть желание что-то сказать, пожелать возразить, пишем сообщение в чате под видео, и оно появится на экране. Но это не гарантия того, что ваше сообщение будет озвучено. А чтобы его точно озвучили, воспользуемся просто-напросто обычной донатной ссылкой. И тогда я его точно прочитаю. Если там был какой-то вопрос, вы на этот вопрос получите ответ. Также напоминаю всем то, что у нас идет конкурс. Переходим по ссылке на Fun Talks. Выбираем категорию «Участвовать в конкурсе». И там уже решаем, какой вопрос задать. И этот вопрос в виде электронного письма придет мне на почтовый ящик и в следующем стриме будет 100% озвучен. Вернее, неправильно сказал. Вы пишете комментарий, вернее, в этом письме способ улучшить этот стрим. И как только все это попадется, вся сумма, набранная на участие в конкурсе, отойдет победителю. Победитель будет выявлен в прямом эфире. Просто-напросто посмотрим, кому повезло, и все. Вам нужно указать электронный адрес. И я просто-напросто свяжусь, и мы это обсудим, куда, как перевести ваш выигрыш. Также вы можете купить рекламу в этом стриме, и она будет отображаться вот под этим словом «реклама». Ничто его не будет перекрывать, кроме видео. Ну, в общем-то, как-то оно вот так. Реклама будет висеть целый месяц. Что еще вы можете? Можете, кроме донатов, воспользоваться донатной ссылкой и указать, например, нам ссылку на какой-нибудь YouTube видеоролик. На экране будет отображаться не ссылка, а именно сам видеоролик. Единственное требование, вернее, два требования, это отсутствие у вас жадности, потому что за видеоролик придется заплатить больше, чем обычный стрим, обычный донат. Ну и, соответственно, сам видеоролик должен находиться на YouTube и быть не длиннее 10 минут. Какая-либо цензура, предосмотр отсутствует, поэтому сначала появится уведомление, что будем смотреть ваш ролик, а потом будем смотреть сам ваш ролик.
Собственно, как-то оно вот так. Что будет в этом ролике? Какая-то смешная ситуация, как реклама какого-нибудь канала, музыкальный видеоклип, без разницы. Так что напоминаю, этот стрим идет в первую очередь для Boosty. Во вторую и третью очередь он отображается на YouTube, ВКонтакте, ВКонтакт Play. Это просто для привлечения людей на этот самый стрим. Ни больше, ни меньше. Также, перейдя по ссылке на FanTalks, кроме участия в конкурсе, вы можете задать как простой личный вопрос, так и вопрос для стрима. Причем вопрос для стрима можете выбрать, где он будет отображаться. В начале, в середине или в конце. В отличие от личного вопроса, вы получите ответ, ну, например, в той же электронной почте. То есть этот вопрос не будет на стриме озвучен. Собственно, как-то оно вот так. Теперь по поводу Boosty. Там появился новый уровень подписки. В описании сказано, что он только для хохлов. К стриму данный уровень не имеет никакого отношения. Единственное отличие, да, вы тоже сможете, если подпишетесь на этот уровень, сможете задавать вопросы, предлагать темы, писать комментарии. Но самое главное отличие — это вы попадете в закрытую группу в Телеграме. Получите, вернее, к ней доступ. И уже в этой группе вы можете задать вопрос. И на этот вопрос получить ответ. Но вопрос непростой. Есть работники в некоторых военных комиссариатах не до страны Украины, которые могут оказать, например, какую-нибудь услугу вам или человеку, за которого вы будете говорить. Ну, все, что там будет написано, вы выясните сами, перейдя в эту самую группу. Группа закрытая, ссылку на нее не даю, потому что не знаю и знать не хочу. Мое дело просто привлечь туда людей. Все. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы задавали. Вопросов сегодня не так много, поэтому стрим, я думаю, минут в 30 уложимся. Несмотря на то, что уже прошло почти 10 минут. Поэтому я раньше не проводил стримы по выходным дням. Лучше сделать небольшую паузу, но потом уже провести один нормальный большой стрим, чем проводить маленькие коротенькие стримчики. Ну, как говорят в народе, все течет, все меняется. И поэтому
переходим к вопросам, которые нас задавали. Как, например, первым номером идет вопрос, где нам сообщают, что в Государственной Думе нашлись депутаты, которые против фиктивных сборов пожертвований. Имеется в виду всякие разные сборы, которые на самом деле не сборы. Хочется отметить, что депутаты Государственной Думы — это те люди, которые должны придумывать закон. И очень странно от них наблюдать такую ситуацию. Если проводится какой-нибудь сбор, который на самом деле не сбор. Например, кто-то объявляет то, что вот, давайте купим бронежилеты, каски, квадрокоптеры, лопаты, штыки для участников специальной военной операции. Добрые люди скидываются, и на эти деньги покупаются айфоны, телевизоры и прочее, никак не влияющие на ход специальной войсковой операции. И вот депутаты хотят это прекратить. В то же самое время в Уголовном кодексе есть статья, которая называется «Мошенничество», где черными буквами на белом фоне написано, что если вы обманываете человека с целью получения прибыли, это называется мошенничество и наказывается разными плохими вещами, вроде уголовного срока. Так может быть, лучше депутатам не придумывать законы, которые уже есть, которые уже работают, вернее, должны работать, а просто-напросто обязать людей, которые должны следить за исполнением этого закона, а конкретно статьи Уголовного кодекса, чтобы они что-то делали, что приводило бы к уменьшению подобных сборов. Ну, например, посадить 3-4 студентов школы милиции, полиции, и пускай пробегутся по всем этим телеграм-каналам, где проводятся сборы, а они проводятся. Потом вычислят человека, который руководит этим самым каналом. Потом пришлют ему официальное письмо, где он должен отчитаться о последнем сборе, сколько собрано, от кого собрано, на что собрано. И по предыдущим сборам, где те же самые вопросы, добавляется еще один: чеки, различные бумажки, отчеты о том, куда это было потрачено, точно ли это было туда потрачено, и прочее тому подобное. И если вдруг окажется, что эти пара-тройка студентов найдут человека, который собирает деньги на нужды СВО, но тратит их на свои нужды, то сделать нормальное громкое уголовное дело. То есть осветить его в средствах массовой информации, скинуть сообщения в другие каналы, что вот смотрите, данный персонаж, полмайора, 1,5 капитана, 28 героев или еще кого-нибудь собирал деньги на то-то, 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 покупал вот это. Такого числа будет суд, предполагаемое наказание до стольких-то лет или такой-то штраф. После того, как пройдет суд, объявит:
Суд признал невиновным, суд признал виновным. И все. Человек получил столько-то лет за мошенничество. И после 2, 3, 4 подобных объявлений, да, сначала поднимется волна, что вот смотрите, кровавая гибня, путинская Россия и прочие плохие ГБшники мешают собирать деньги на нужды СВО. Но между тем число подобных сборов будет уменьшаться с каждым разом. А всего-то и надо заставить депутатов читать законы, которые уже есть, а не придумывать заново то, что уже придумано, но по какой-то причине не работает. С первым вопросом, я думаю, все. Тем временем вышло очередное обновление для iPhone. Ну, вышло оно не только для айфонов, и для айпадов, и для часов, и для приставок, для много чего. И как сообщают, дырку, которую нашли в лаборатории Касперского, в этом обновлении прикрыли. Остались только те дырки, которые Касперским пока еще не найдены. Стоит ли поверить руководству компании Apple, что да, такая дыра существовала, но они не в курсе, что данная дыра используется какими-то специальными службами для получения доступа к телефону. Ну а что им остается делать? Если их поймали с этой дырой, то ее нужно закрыть, даже если она была сделана специально. И нужно что-то придумать, чтобы обойти вокруг этих самых специальных служб. Ну, хотя бы по той простой причине, что андрофоны, что айфоны, точнее сказать, компания Google, компания Apple, теряют достаточно большие суммы денег. И всего лишь потому, что они что-то не продают. Здесь не могут оказывать какие-то здесь услуги. Здесь я имею в виду в России, Белоруссии и в других странах, которые поддерживают проведение СВО. И если такой способ найдется, эти компании сразу же его вернут, хотя бы по той простой причине, что да, спецслужбы спецслужбами, а деньги — это деньги. И лучше их как-то не терять, а наоборот приумножать. Ну, собственно, наш ФСБ задержала группу жителей Украины, которые хотели вывести на Украину 1 килограмм цезия. Для тех, кто не в курсе, цезий — это такая радиоактивная ерунда, которая получается из урана, может растворяться в воде, может наносить при большой урон, если ее где-то там взорвать, распылить, раскидать и сделать еще что-то подобное. Ну, собственно, давайте посмотрим ролик и послушаем главного героя.
Имущество. Год рождения. 17.01.1996. Гражданин каких стран ты? Донецкая Народная Республика, Российская Федерация и Украина. Для чего вы приехали? Изотопом. Каким изотопом? Цезий 137. Для чего вы его Зачем за ним заехали? Для транспортировки Куда? за границу. Наглядное событие, наглядно же, опять же, показывает такие вещи, как банально, за границу, то есть на Украину. Если бы эту бомбу взорвали на Украине, Украина превратилась бы, не вся, конечно, а какая-то ее часть, просто-напросто лет на 50-60 в радиоактивную пустыню. Куча всяких болезней у местного населения. Очень долго не жить хорошо в данном регионе. Ну и кто на это пойдет на своей территории? Понятное дело, одним заплатили, чтобы они привезли, другим заплатили, чтобы они собрали, третьим бы заплатили, чтобы они ее взорвали. Люди видят себя где-то там далеко. Лично я не понимаю, зачем такая бомба вообще нужна. Хорошо, допустим, ты ее взорвал не у себя, а где-нибудь у врага, к примеру, условно. Но если у врага в этом регионе есть что-то полезное и интересное, от дров с навозом и какими-нибудь рудами, алмазами и прочими полезными и не очень полезными ископаемыми, то ты этим не сможешь воспользоваться. По той простой причине, что все это будет, не светиться в темноте, но не очень полезно действовать на людей, которые с этим будут рядом находиться. И зачем оно? Не мое, так пусть будет ничье. Глупость. На мой взгляд, разумеется. И потихоньку, полегоньку подошли к последнему вопросу, который звучит как восстание Пригожина. В принципе, можно сказать много, но царь-батюшка сказал, в принципе, все достаточно понятно. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас.
любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее. Вообще, забег на Москву Пригожина немного странное какое-то событие. Не то, что странно, бессмысленно. Ну, хорошо. Дядька обиделся на какие-то ему известные штуки и решил... А что он решил? Приехать в Москву, грохнуть 2 генералов, и за это ему скажут: а, ну да, мы тебя поняли, простили, все, живи дальше, зарабатывай деньги. Так не бывает. Захватить власть, стать царем,
Нет, я не спорю, у Пригожина большая популярность. Но у царя-батюшки она в несколько, даже не сотен раз, наверное, в 1000 раз она больше. И опять же, 2 месяца этот персонаж нам кричал, что ему не дают патроны, ему не дают снаряды, ему не дают ракеты, ничего ему не дают. Хорошо, ничего не дают. Сколько полицейских участков, воинских частей по дороге он захватил? Ни одной. Весь день нам показывали ролик. Смотрите, летит наш вертолет, вагнера по нему стреляют и промахиваются. И вертолет улетает целым дальше. Потом летит другой вертолет, стреляет по грузовику Вагнера, и грузовик взрывается. И вроде как бы никаких больше жертв нет. Рассказывали про пограничника, про гаишника, которых сначала убили, а потом они воскресли и просто случайно получили травму. Все живы, не сильно здоровы, но будут жить дальше, когда выздоровеют. Но при этом вечером, когда выступил Лукашенко, после этого опубликовали Пригожина, был заявлен: пока не пролилась русская кровь, мы уходим назад, в полевые лагеря. И примерно через полчаса, через час оказалось, что 12 вертолетов сбито, 500 человек погибло. Только со стороны Российского Министерства обороны. А кровь пролилась или не пролилась? С другой стороны, вроде как бы Пригожин высказался, что у него в колонне был ПВОшник, который стрелял во все, что летит. И он заплатит по 50 миллионов за каждого убитого летчика. Песков тем временем заявил, что против обычных сотрудников Вагнера, даже тех, которые участвовали, никакие санкции применены не будут. Но в то же самое время сам Пригожин уйдет в Беларусь. Уголовное дело, соответственно, против него будет закрыто. Что значит уйдет в Беларусь? Уйдет сидеть в Беларуси, уйдет и организует ВЧК Бульба в Беларуси. Что? Лично мне это непонятно. В то же самое время появляются новости о том, что, смотрите, это была хитрая многоходовочка под предлогом разобраться с Пригожиным. В Ростов-на-Дону приехала большая колонна Ахмат-Силы. В то же самое время ЧВК «Вагнер» перебазировал в сторону Беларуси, откуда могут пойти как на Польшу, Прибалтику, так и на Украину, но с другой стороны. Так это, в принципе, было что? Хитрая многоходовочка или глупость Пригожина?
Если честно, я не понимаю этого поступка. И посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Может быть, что-то интересное, а может быть и нет. Ну а стрим подошел к концу, распаковки не будет. Сериалы и кино смотрю, но смотрю старенькие, которые обсуждать смысла не имеют. Потому что все их смотрели уже по много-много раз. Увидимся с вами на следующей неделе, ближе к концу, где-нибудь, наверное, в четверг. Как задавать вопросы, которые должны попасть в стрим, я сказал в самом начале. Ну, собственно, и все. Всем пока. Увидимся на следующей неделе в новом стриме. На сегодняшний все. Подошел к концу.